Хай, как дела? Так, честно хочу извиниться, мы немножко затянули выкладывание второй части нашей эпопеи по изготовлению станочка. Связано с тем, что работы на самом деле просто выше крыши и у нас мало, работы много. Поэтому вторую часть мы выложим чуть позже, это будет часть 1/2, наверное, или 1 и 1/2. Значит, сделали мы чистовую фрезеровку столика. Это уже после старения, то есть он уже после черновой оттермичили. Вылеживался он в печи около 48 часов при температуре 150 градусов. Я думаю, что большая часть напряжений после черновой фрезеровки ушла и со временем не будет вести. Значит, основные моменты. Вот после вот этой вот обработки у нас идет только снятие фасок вот здесь, просто уже поздно, уже просто некогда этим заниматься, завтра снимем. Но несколько моментов есть, на которых я хотел остановиться. Первое. Мы поджимаем рельсы. Вот эти вот выборки, которые вы видите, они нужны для того, чтобы поджать установленную рельсу. Будет стоять вот такого рода, только шире пластинка, Похоже, да. И она будет винтами поджимает буртиком. Вот, здесь будет винт, который будет тянуть эту сюда, а этот винт будет тянуть в обратную сторону, на упор. Каталоги нормальных производителей говорят о том, что это правильная установка рельс. Во-первых, это удобнее. После шлифовки ты поставил рельсу, притянул, и у тебя все отлично. В нулях, конечно, проверить нужно, но теория говорит, что именно так. Во-вторых, такая установка обеспечивает высокую степень жесткости и точности работы. Следующий момент. Здесь у нас будет устанавливаться опора с двумя упорно-радиальными подшипниками. Вот эти вот пазы, в эти пазы будет вставляться шпоночка, которая будет поджимать саму опору и фиксировать ее от смещения, потому что нагрузки достаточно большие, трение, мы посчитали, что трения может не хватить. Это второй момент. Теперь третий момент. Это место штифтовки, то есть если да, мы опоры просто она уже так в опоре нету не возможности штифтовать в этой. Да, это то, что Дрюня, когда делал свои опоры на заказ, мы предусмотрели штифты, я думаю, что они понадобятся. И следующий момент. Приложите, покажите наглядно. Все покажем. Нет, сейчас в том-то и дело, мы все составим. И следующий момент. Значит, у нас ход стола 450 мм максимум. Длина обрабатываемого изделия 580 мм. Предварительно мы прошлифовали плоскость стола, очень предварительно, там еще 4 десятки есть запаса. И передвигали по нашему столу, который мы до этого обкатывали и линейкой, и индикаторами, то есть там приблизительно до соточки есть. Значит, мы в средний паз вставили 10-ю КМДшку. Ее прижали к базовому торцу нашего Т-паза большого станка. Установили на 3 КМДшки стол, то есть одна здесь стоит под этой опорой, прижималась был прижим, вертикально, сняли, чтобы видно сверху. было. Находится здесь тоже 2 КМДшки и прижимается сюда. Что мы добились этим? Мы добились того, что стол у нас не изгибается в плоскостях. Не закрученный, не изогнутый, ничего. Он на 3 точечках на шлифованной поверхности стоит абсолютно отлично. Вот. И когда мы передвинули, мы сначала здесь обрабатывали вот эту часть. Когда мы передвинули его сюда, начали обрабатывать вот эту часть, вы посмотрите. Вот здесь перестык фрезеровки. Вот перестык. Ага, вот он, да. Значит, я надеюсь, видно, вот здесь ступеньки, она есть только визуальная, след от фрезы. Вот я взял КМДшку, ничего здесь не стопорит вообще. Здесь вот на глаз, несколько соток максимум у нас есть. Хотя это чистовая фрезеровка, после нее будет плоскости под рельсы и буртики шлифоваться. Опять же, это я перестраивал, перехватывал инструмент по высоте, перезназаваживал. Вот, нигде вообще не цепляет. И по боковой поверхности так же самое. Перестык есть. 5 соток там точно нет, а сколько сказать, это не нужно. Сейчас я поставлю наши причиндалы. Посмотрим, как это будет в натуре выглядеть.
Оно даже отверстия совпали, представляете? Вот. Вот здесь вот стоит опора ЕК-12, в ней чисто физически нет места под штифты, поэтому были вынуждены сделать такие вот хитрые шпонки. Вот. Скажи, что здесь шпонка будет глухая, а здесь болт. Там две будут с регулировкой. Сейчас придет Андрей Иванович и расскажет нам, как построить здесь, добавить кусочек фанерки, и чтобы станок уже ездил. Я могу подлечить свой старый стол фанерный. Значит, парни, вот так это выглядит. То есть так оно перемещается. Все достаточно красиво и интересно. Я думаю, что скоро заведется, будет работать. Что мы будем после этого делать? Значит, сейчас как раз пойдемте параллельно я устанавливаю линейки на вот эту красоту. Короче говоря, заряжались у нас с одного проекта такие 5-микронные линейки. Мне просто очень сложно по лимбам работать. Я, во-первых, гуманитарий, во-вторых, вообще не шлифовщик, адекватного не нашел, который поможет. Поэтому все по форму. Вот так будет вертикальная у нас стоять линеечка. И, скорее всего, вот здесь я поставлю поперечную, да, линеечку. Ну, это я в черновую примерил, на самом деле каретка просто в другую сторону будет поворачивать. И здесь одновременно устанавливаем, нашли у себя в чуланчике, в маленьком чуланчике, вот такую вот маленькую штучку. Значит, это стол для экзекуций? Да, это плита 1000 на 630. Я за гвоздями пошел. Она вышабрена. Я ее когда купил, здесь были небольшие царапины. Ну, отдавали ее за 3 копейки, если честно, поэтому грех было не взять. Короче говоря, взяли. У меня есть хороший специалист-шабровщик. Вон линеечка у меня поверенная лежит, там мостик 1600. Он пробил. Так, разорву. Вот, короче говоря, по нему вышабрил, вернее, специалист. После этого пришел там человек, у которого есть много всего, доступ к оборудованию, проверил. Здесь на память что-то было в районе 8 или 9 микрон на всем столе. Мы его установим, поставим по уровням, там подставка уже сварена. Установим, поставим по уровням, прокатаем еще раз уровнем, что здесь все хорошо. И в принципе на этом столике мы как раз будем и проверку делать, и измерения там для и равняние. Да, тут гвозди будет. Равняние надо Равнять, если выживет. Короче говоря, парни, дайте чуть-чуть времени, мы вторую часть, там где термообработка, черновая фрезеровка, мы выложим, но просто не все сразу. Тут или видео, или работа. Да, или работа. Я думаю, вам это важнее работа. Показать как бы итоговый результат. Да, им-то, наверное, видосики важнее, потому что интересно посмотреть. А нам важнее там жены, которые где деньги? Почему тебя не бывает дома по 16 часов? Где миллионы? Вот, ну, все будет. Все посмотрите, все увидите.